Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! С вами Светлана. Я надеюсь, что я вас не утомила своими кремлевскими игрушками-великанами. Сегодня будет заключительное видео. Посмотрим все, что осталось из 32 игрушек, которые были изначально на столе. Перед нами шишка, их будет несколько, и орех. Начнем, наверное, с более простой игрушки и более доступной. Это вот такая вот кремлевская шишка из толстого стекла, в прекрасном сохране, серебрение, амальгама, окрас. Окрас, может быть, чуть-чуть побледнел, но равномерно везде все находится. Вот она какая кремлевская шишка. Таких шишек у меня, друзья, 3. Но прежде чем мы посмотрим другие шишки, давайте остановим наши взоры вот на этом орехе. Орех тоже кремлевский, гигант-великан. Вот он какой. Смотрите. Сейчас вот так еще покажу, чтобы вы понимали, какого размера. Вот так вот, смотрите. Если в 2 руки, ты представляете? Вот такого вот размера. Если вот так вот их соединить, вот там ладошки, то вот столько еще остается. Представляете, какого размера этот орех? Их у меня 2, парочка. Один и второй в прекрасном сохране. Отличаются только немножко цветом. Но я думаю, что изначально они были одинаково ярко-желтые. Здесь просто цвет выгорел. Тут еще остатки роскоши есть. И вот орех, который я держу, друзья, в левой руке, уникальная игрушка. Уникум. Сейчас все вам покажу и все расскажу. Почему же этот орех, казалось бы, точно такой же, как тот, почему он является уникальным предметом в моей коллекции. Все прекрасно знают. Все коллекционеры, все собиратели. Чего угодно. Пускай это будут монеты, газеты, фарфор, мебель, я не знаю, белое оружие, все остальное, что если коллекционный предмет содержит дефект производственный, то этот экземпляр всегда ценится намного больше. Есть такие коллекционные предметы с дефектом, которые являются просто мечтой коллекционера, особенно если это касается монет. Так вот, не тяну, смотрите. Да-да-да-да-да. Видите? Вмятина. Здесь есть вот такая вот вмятина. Как она появилась, я не знаю. Игрушка формированная. Скорее всего, когда вытащили этот орех с формы, стекло еще не до конца остыло и было эластичное. Или когда выдували в этой форме, здесь не хватило воздуха и стекло не поднялось. Во всяком случае, как бы ни было, у этого ореха есть вот такой вот дефект. И поэтому другого такого ореха вы нигде и никогда в мире не встретите. Другой орех, 3-й, 4-й, у них, может быть, тоже будут дефекты, но вы прекрасно понимаете, что каждый дефект индивидуален, и поэтому именно этот орех, он, знаете, как изюминка в коллекции у каждого человека. У него вот это вот как клеймо, как родимое пятно. Я еще знаю, один коллекционер купил игрушку, только не помню персонажа, ну, из сказки о царе Салтане. И там на игрушке сзади был такой дефект. Казалось, что там просто был отпечаток таких ноготочков мышки, вот такие 3 палочки. Удивительный экземпляр. А перед вами пряник. Какая красота! Чудный-причудный сохран. Посмотрите. Все оригинальное. Нигде света здесь не вмешивалось. Ничего не подкрашивало. Почему я об этом говорю? Кто смотрел предыдущие видео, тот видел эффекты моего творчества.
этот пряник мне подарили. Подарили, когда я похвасталась своим творчеством. А именно каким? А вот, друзья, каким? Вот таким. Короче, одному коллекционеру я похвасталась, что у меня есть пряник. Когда этот коллекционер увидел этот мой пряник, то пришел просто в дикий ужас. Говорит: Светлана, что вы натворили? Я говорю: каюсь, говорю, это было в начале, около 4 лет тому назад, говорю, в руки попали, краски первый раз купила, говорю, и давай малевать. Говорю, слава богу, что только кремлевские игрушки, и то некоторые. И он, этот коллекционер, как бы сжалился, смилостивился и подарил мне вот такой роскошный пряник без вмешательств. Вот он какой прекрасный и роскошный. И смотрите, видите, он более пухленький. И с одной стороны так более вырос на дрожжах, и с другой стороны. Значит, это были две разные формы, просто в разный период выпускались эти игрушки. Этот более плоский, а этот пухленький. И вот этот более плоскенький Света умудрилась вот так вот размалевать. Не делайте этого, господа, не делайте. Прежде чем взять в свои руки кисть и краски, подумайте, много-много раз подумайте. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Не надо. Говорю вам с собственного опыта, не надо. А если уже вам и приходит в голову такая шальная идея, то, во всяком случае, хотя бы издевайтесь над игрушками, которые еще доступны и недорогие. И вот шишка, которой повезло, где я ничего не делала, и шишка в очень редком окрасе, потому что это перламутровый, как вы видите, окрас. Вот жалко сейчас плохое освещение. Вы бы заметили при ярком освещении, как это переливается, и вот меняется цвет в этих преломлениях, становится голубым, фиолетовым, такой цветом морской волны. Причудная шишка. Казалось бы, просто шишка кремлевская. А вот окрас делает всю музыку. И еще одна шишка. Как вы догадались, это было же в один и тот же день. Вот так вот Света упражнялась. Для семейной коллекции, конечно же, сойдет. Но коллекционную стоимость, да, историческую стоимость эти игрушки утеряли, друзья, навсегда. Хотя и выглядят, правда, роскошно. Краски-то по стеклу не было шо. Тут не лаки для ногтей. Смотрите, вот как отливается все. Но уже мои наследники эту игрушку никому не продадут, потому что игрушка с вмешательствами. Хотя смотрите, какая прелесть! Какая прелесть! Она была такая облезлая, а стала такая яркая. Ну, в общем, что я здесь умничаю? Каждый хозяин своих игрушек и каждый хозяин своей судьбы. И нужно делать то, что вам приятно и нравится. Это же ваши игрушки. Правильно? Правильно. Ваша же елка. Правильно? Правильно. А елка, она как ребенок. Елку обижать нельзя. Представляете, вам кто-то говорит, у вас ребенок неразумный или некрасивый. Да любая мама глотку перегрызет. Вот точно так же и с елками. Будьте, друзья, очень аккуратны и тактичны, когда оцениваете чьи-то елки. У каждого человека именно его елка самая красивая в мире. Самая-самая родная и дорогая. А это вот игрушка кремлевская, великан. Смотрите, я специально так тут гутарю, а тут показываю, как играет свет на этой игрушке. Смотрите, какие эффекты. Смотрите, какие, друзья, эффекты. Мне в коллекции не хватает еще 2 игрушек с этой елочной тематики, вернее, с морской. Вот такая вот, здесь такая звездочка морская. И есть такая ракушка, большая-большая. Я эту ракушку встречала уже несколько раз.
несколько раз, но нет в ней вот этого вот блеска. Они потускнели, поэтому жду, когда она ко мне придет. Такая вот прелесть блестящая. У нас так как-то сегодня, вот если бы без вмешательств, то получается все такое серебряно-золотое. И вот эту вот игрушечку я в предыдущем видео очень коротко показала. Это совушка. Что меня удивило, когда я открыла, распаковала все свои игрушки-великаны, знаете, что меня удивило? Что у меня эта сова одна, а я думала, не знаю почему, что у меня их две. Красивая игрушка, но вот тех размеров великанов, которые помельче. Мы сравнивали в предыдущем видео и говорили, что великан великану не ровня. Кому интересно, чем они отличаются, опять же, кто не смотрел в предыдущем видео. Ну все, завершили мы показ кремлевских великанов. Мне не хватает в коллекцию еще 4 экземпляров. Это чего? 2 игрушки вот на морскую тематику. Ну, я думаю, что рано или поздно, а скорее рано, они мне попадутся. Не хватает морковки. Я даже сомневалась, что она существует. Но кто-то из коллекционеров мне написал когда-то в комментариях: Светлана, да, эта морковка существует, она есть у меня. Но так я ее больше никогда не встречала. И даже видела только в каталоге. И вот один коллекционер мне написал, что да, есть в природе, потому что есть у меня. Но вот я пока жду морковку и еще одну игрушку. Все уже знают, что это за игрушка, не буду повторяться. Ну а пока, друзья, пока. До новых, друзья, встреч. Всем мира, счастья и добра.